Дорогие друзья армрестлинга, мы здесь с Игорем Мазуренко, Дон Мазуренко, отцом золотой туры, отцом профессиональным армрестлингом, человек, который стоит за организацией поединком Дениса Цыпленкова против Девона Ларата. Как ты считаешь? Тебе удалось все это события? Да, события. Вот это сейчас прошло, может быть, сколько? 12 часов после всех праздника армрестлинга. Как ты чувствуешь? Мне удалось. Я не знаю, как им это понравилось, но мне удалось. Я сделал все. Фанаты ждали этого 8 лет. Даже больше. Каждый год говорили, нужно. Вот только он, вот только единственный он, вот он, то. В 2012 году мы организовали поединок с Андреем Пушкарем и Девоном Ларатом. Тогда Девон Ларат выиграл в Андрея Пушкаря. И тогда началось большой такой анализ, кто же все-таки может создать конкуренцию для Девона Ларата. Или для Дениса. Уже в то время Денис выиграл против Андрея Пушкара, когда они первый раз... Да. Нет, а перед этим был суперматч левой рукой в Крым. Какой год это было? 2008. Когда они боролись в Ялте. Да. Тогда уже вот этот вопрос, кто сильнейший мира левой рукой. Да, тогда уже этот вопрос мы был... все ждали уже. Был открыт, да. Но мы увидели поединок со счетом 6-0. Но это не означает только то, для тех, кто увидел, кто не знает армрестлинг, для них это было вот так. 1, 2, 3, 6. Нет. Но для нас, экспертов, люди, которые занимаются армрестлингом, которые знают, как спортсмены начинают готовиться, потому что мы говорим о армрестлинге 10 лет назад и сейчас, это две разные вещи. Да? Девон Ларат – это огромный тактик. Он пробовал сделать то самое, что с Андреем в 2012 году. Но Денис Цыпленков оказался насколько интеллигентный парень, который не повелся на вот эти штучки, которые делает Девон Ларат, не повелся. И сделал все правильно. И выиграл этот поединок очень легко. Здесь не было чисто там силовое преимущество. Но я не говорю о силовом преимуществе. Было и силовое преимущество. Нет, силовое преимущество было огромное. Но он ни грамм не потерял технических, тактических вариантов. Да, он знал, с кем борется, он был готов. Он знал, что будет делать Ларат. Я разговаривал с Денисом много, потому что Денис это вообще для меня человек, который мы имеем контакт просто как вот близкие люди уже, не просто там как промотор и спортсмен, а как близкие люди. И он всегда мне говорил о том, говорит, Игорь, а тогда же Пушкарь вот в первый поединок, он его не почувствовал. Я говорю, ну да, так оно и было. Да? Так оно и было. Ага. Это самое главное, чтобы не потерять эти самые. Он работал на выносливость. Своеобразно, конечно. Не так бы, как бы я хотел бы. Чтобы если он работал по уму, как говорится, по науке, то Дениса вообще невозможно было с места сдвинуть. Никому в жизни. И так его никто не может сдвинуть. Но у него еще была такая огромная выносливость, которая могла перебывать. Вот помнишь, Ларат сказал, Игорь, а почему ты не организуешь таких, там, 100 в этих самых раундов? Да. Что-то 10. То я скажу, что на момент поединка, я думаю, что даже 120 раундов бы не помогло Девону Ларату. Просто не помогло. Ну, перед соревнованием, перед этим боем, Денис тоже не был на 100% уверен в своей победе. Когда говорит, что он Никто не верил. Никто не верил. Он сомневался все равно. Я заметил одну очень важную вещь. Когда мы на пресс-конференции начали разговаривать, я думаю, а дай-ка сделаем все так, чтобы стал тут стол посередине, понимаешь? И после этой пресс-конференции Денис вышел и говорит, ты знаешь, он там пустой, он вообще 0. Да. А я ведь знаю, что для Девона Ларата очень важно вообще взять чью-то руку в руки, чтобы сказать самому, ответить самому на вопрос,
я смогу или нет? У многих был вопрос, вот, и для кого это было лучше, этот уже день перед соревнованием, почувствовать, насколько, Да. как Для ты думаешь, Дениса это было или- плюс до Дениса? Это было плюс, прежде всего, для Девона Лората. Он понял, что силового преимущества у него нету. Нету у него силового преимущества. Ему только можно сделать все, чтобы вымотать Дениса Цыпленкова и выиграть его на вынос. Я даже видел это как минус для Девона, потому что он уже почувствовал, насколько реально Денис будет сильный, и что у него вариантов очень-очень мало. И он был очень, я скажу, даже такой... Расстроенный. Не расстроенный, я видел, какой стресс у него перед соревнованием, как он старается думать и найти вариантов. И он, может быть, не то, что сразу, конечно, это не становишься слабее, но ты уже немножко потеряешь эту Веру в себя. веру в себе, ты потеряешь веру в себе. Мне показалось, что он после пресс-конференции потерял какую-то долю из этих свою уверенность, что он может выиграть. Но тем не менее, мы говорим о двух составляющих. Спортивная и маркетинговая. На самом деле можно говорить и больше намного составляющих. Я в данный момент представляю для себя это так. Маркетинговая часть у Девона Лората, она развита просто в разы выше от всех. Что бы ни говорить, это человек высочайшего уровня. Прежде всего, человек, который знает, что сказать, знает, с кем как общаться. У него очень хороший, плавный английский язык. Даже для людей, скажем, которые английский язык знают слабо, начинает просто, вот с ним общаешься, он говорит настолько четко, что ты начинаешь просто понимать. Везде мир знает Девона, любит Девона Да. и уважает. Его уважают, любят, и это очень важно. Это важно. Это очень важно. Он очень много посвящает своего времени, частного времени для того, чтобы ездить по других странах. И здесь можно видеть, он готов всеми после соревнований пообщаться, он готов всеми, сделаем фотографии вместе, он открыт. Да, собственно говоря, вы посмотрите, ребята, что за это время произошло. На сцене, когда стоял Девон Лорат и Денис Цыпленков, до сцены была очередь, как до Папы Римского. Да. Понимаешь? Да. Этого никогда не было. Никогда не было. Неделю тому назад было SN Pro в Москве, выставка спортивного питания. И там был Денис Цыпленков, который имел огромный такой баннер, 5 метров высотою, 2 метра шириною. И как всегда, вот ко мне писали люди и говорят, как всегда, там были какие-то там спортивные питания, какие-то ребята с бодибилдинга, там пауэрлифтинга, но самая большая очередь была к Денису. Да. Самая большая очередь к Денису. Скажу так, и вчера в зале я увидел много людей из Латвии, много людей из Литвы, которые сами не занимаются армрестлингом, но которые фаны армрестлинга, которые знают меня, которые знают других спортсменов, которые специально приезжают на этот турнир, чтобы увидеть этих лучших спортсменов мира. Вот это разница, если мы то же самое World Arm Wrestling League, там фаны, это не настоящие фаны, там работает. Вот здесь у нас А я еще добавлю, были настоящие фанаты такие армрестлинга. с Украины, Да? с Индонезии, с Тайвана. Да? Такие были люди еще, с России, ну это естественно, с Армении, с Турции. Много таких людей было. Которые специально приезжают сюда посмотреть на этот турнир, на эти... Замечу вам самое важное. Не самое важное назначить сегодня поединок ихний и завтра этот поединок сделать. Самое важное, чтобы вот в течение вот этого периода, которое было объявлено, что подписанный контракт, что все нормально, что все хорошо, проходит 7-8 месяцев, и ты Да. должен долбить каждый день. Что сказал Девон, о чем подумал Денис, что Денис там поднял, что Девон там съел, что там чего-то там. Это самое важное. Вот это, чем мы вчера о чем Это говорили, очень важно. что надо перед соревнованием сделать весь этот маркетинг, чтобы вот этот хайп
что это бой состоится. И, ребята, самое важное, что это не новое. Да? Это не велосипед, это не новое. Не надо ничего придумать. Это уже в спорте, да. Это все уже новое. Смотрим бокс, смотрим UFC. Да, все это все старые вещи, штучки. Да. Бой Хабиба вместе с Макгрегором собрал рекордное количество pay-per-view только исключительно потому, что ребята, вот это очень просто. Открываешь YouTube, начинаешь скроллить вниз, и каждое второе, або даже каждое третье видео это все Хабиб, кто-то анализирует, кто-то делает, кто-то, то-то. У нас есть тоже ребята с Узбекистана, которые начинают что-то там делать с фотографиями, с какими-то там материалами с телефона посниманные, делают ролики для того, чтобы показать, рассказать об этих бойцах, тех, других, пятых, десятых. Буквально вот несколько дней тому назад один парень с Беларуси, он, я вижу, начал тоже активничать, начинает высылать какие-то ролики, говорит, можно, а вот это можно, а вот так бы, а вот поставьте, пожалуйста, вот поставьте. Каждого берем уже, как говорится, на свой багаж и ставим, и помогаем, потому что если у нас нет заинтересованности, у нас не будет абсолютно никакого спорта. Сам бой это только как уже это конфетка, на тортике. Это на тортике вишенка. Сами понимаете, что то, что не поборолись, неважно с каким счетом, это маленькая вишенка, такая маленькая, красная на большом торте. Это торт целый, нужно испечь, надо сделать его. Да. Вот мы сейчас видим тебя, сколько людей, какая твоя команда над этим всем работает? На сегодняшний день наша команда это около 25 человек. Я буквально перед самым началом Кубка мира купили мы офис 400 квадратных метров. Переезжаем с офиса 63. Да. Только я тебе могу сказать, что чтобы ты видел мой офис 63 метра, я иногда, когда сижу с кем-то разговариваю, знаешь, что делаю? Ну? Чтобы что-то с потолка не упало, потому что все уже, просто все увешано всем. Поэтому мы купили 400 метров, и я говорю всем, говорю, ребята, это на год, это только на год, потому что после года этот офис будет выглядеть тут как 63 метра, одинаково. Понимаешь, будем переступать через коробки, будем проходить вот так. Не, ну это только как это показатель, как растет армрестлинг, как вы работаете, как все идет вперед. Да. И самое главное, не то ведь, что сейчас вот прошли турниры и так дальше. Мы сейчас уже занимаемся тем, чтобы развивать профессиональный рейтинг, объединенный рейтинг профессионального армрестлинга во всем мире. Связывать все организации, которые занимаются армрестлингом, дать им инструменты для того, чтобы они попали вот этот целый пул и имели возможность то же самое делать в своих странах, развивать нашу дисциплину спорта, чтобы у нас появилось тысячи блогеров, чтобы люди писали, рассказывали, показывали и так дальше, чтобы у нас было много. Армрестлинг поделен на сегодняшний день до вендетты и после вендетты. Я об этом уже говорил не раз. Даже сидя с Андреем Пушкарем несколько месяцев тому назад, говорит, а что будет дальше? Я говорю, вендетта. Мы живем, говорю, до вендетты и после вендетты. После вендетты, когда мы уже все проснемся с этого всего амока и начнем анализировать, начнем разбирать все вещи по порядку, армрестлинг двинет вперед, и вот очень сильно. Ну ты видишь армрестлинговый период, это один профессиональный вариант. Как смотришь, какие шансы вообще, какой там, не знаю, будущее, вот этот наш, что мы все говорим уже тоже последние 20 лет, Олимпийские игры. Я его не вижу, этого будущего. Я не видишь там? Вижу. Я не вижу нашей дисциплины спорта в олимпийском будущем. Паралимпийский? Паралимпийский, скорее всего, да. Ну, паралимпийский, чтобы вы понимали, это совершенно другое направление. Это просто вот возможность дать людям шанс в своей жизни заниматься спортом и получать с этого не только радость, а какие-то там измеримые пользу, понимаешь? Но для нормального армрестлинга олимпийского будущего нету. Ты думаешь, парни, даже как это профессиональный вариант развития это намного лучше, дает больше вариантов? А ты подойди к Дани Вайт и скажи, а ты не хочешь быть в Олимпиаде? Знаешь, он тебе скажет. Я думаю, что ты подумал, что он тебе скажет. Понимаешь? Понимаю. Олимпийское движение
это ловушка для наших, как сказать, слово такое, бюрократов. Понимаешь? Ну ладно, мы сейчас вступили в спорт-аккорд или ГАИС. Ну и что? Это тоже бюрократия, это тоже система. Так посмотрите, в профессиональной лиге есть 13 весовых категорий. А если когда-либо мы даже дойдем до Олимпийского комитета, то там они скажем, парни, сделайте нам 4 категории, бо больше мы не можем вас пустить. У вас вообще есть окно, простите, 2 часа. Вот через 2 часа, чтобы вас тут даже не было. Понимаешь? И что тогда? Сколько туда парней попадет? Из этих 1050 человек максимум со всего мира. Это не то место. Во-первых, Олимпийский комитет – это клуб для не богатых, а супербогатых, олигархов. Кто сказал, нас всех определили, что наша дисциплина спорта дешевая, потому что потому что то. Там нету бедных парней. Туда вошел гольф, парни. Это люди, которые имеют клюшки по $1000. А их нужно 20 там. Хорошо, вопрос такой. Возможно, сейчас в мире уже сколько из наших спортсменов может заниматься армрестлингом только профессионально, делать только армрестлинг, как профессиональные спортсмены? Немного. А скажи, сколько может заниматься профессиональным UFC, например, ММА? Тоже мало. Вы посмотрите, последние выплаты UFC, это уже не есть секрет. Это деньги на уровне 20-10 тысяч долларов. Средних таких среднячков. Мы не говорим о тех ребятах, которые уже получают миллионы. Таких есть на одной руке, на двух. Хорошо, если UFC это не секрет, тогда армрестлинг сколько получает лучший? Это секрет? Пока что это секрет, но это уже хорошие деньги. Не секрет будет в топ-8, потому что там денежный приз составляет 121 тысяча долларов, а первое место получит 50 тысяч долларов. Еще раз, 50 тысяч за первое место. За первое место. Если я смотрю как например, спортсмен, или хорошо, что есть разные организации, которые развивают, и есть какая-то внутренняя конкуренция между. Или ты думаешь, это мешает, что там, например, есть Молдова, есть World Armwrestling League, есть еще... У меня нету конкуренции. Мы делаем свое. Вот это правильно. А за нами идут люди, которые хотят нам что-то там, чего-то там. У нас нету конкуренции. Те, которые не были здесь. У нас только есть книга, по которой мы учимся, и это не скрывает, это UFC, это WWE, это книга наша настольная. А все остальное... У нас нету конкуренции. Какая конкуренция? Игорь, скажи. Ты был вчера в зале, ты хочешь сказать, что кто-то с конкуренцией мог бы сделать хотя бы в 1/10 то, что было сделано за последних 2 дня? Покажи мне таких людей. Вот это. Я был везде, на все самые большие соревнования мира армрестлинга. Я был на тот же самый World Armwrestling League, я был на Arm Wars, я боролся везде. Вот это я могу сказать. Злотый тур и эти армфайты, которые делаете вы, это самый профессиональный, самый высокий уровень. Это не вопрос сейчас, кто самый лучший в мире, если говорим о соревновании. Злотый тур это лучшее, что у нас Смотри, есть. Парни, которые приезжают ко мне, говорят, слушай, а вот там я мог бы заработать больше. А вот они платят мне там в 2 раза больше. Я говорю, а вот твоя фотография с твоим соперником висела неделю, а потом ты поехал бороться. А вот у нас твоя фотография висит 8 месяцев. Я еду к тебе раз, я еду к тебе 2, я еду к тебе 3. У меня есть люди, которые делают другие материалы 4, и это идет целый процесс 6 месяцев. В течение 6 месяцев мы вкладываем в тебя такие деньги, что ты даже себе не представляешь. А потом ты говоришь, ой, да меня журналисты задолбали, они ко мне почему-то звонят. Я говорю, конечно. Почему? Да. Дима Трумэн говорит, меня уже так задолбали, уже и то, и там-то. Говорю, потому что мы об этом говорим. Это самая большая стоимость для спортсменов. Не то, что вам дали $5000 и сказали, вот там ты будешь бороться. Для вас самая важная составляющая то, что будет после этого поединка. Этого люди еще не понимают. И многие люди, они так и останутся штатной единицей.
А некоторые люди будут иметь еще добавочную стоимость или маркетинг. Это человек, который будет говорить: о, смотри, он идет. Да, точно, о нем писали. Я лично был в Тбилиси, и нам лично, мне и Ливану не давали прохода на улице. Говорили: о, Ливан, можно? А ты будешь с Цыпленковым бороться? Да, буду. А ты его выиграешь? Да, я выиграю. Это был только 1 год, парни, это 1 год. Сейчас человек выиграл, я даже не боюсь что-то сказать, что его ждет там дома. Иногда не главное, конечно, да, сколько и люди этого не понимают. Системе, он приходит ко мне, я не буду называть фамилии, говорю: и что? Ну нет, я должен туда поехать, потому что ж там деньги. Окей. И туда поеду, потому что ж там деньги. Окей. И все. И с таким парнем, в таких парней мы не можем вкладывать деньги, потому что мы их раскручиваем, а потом идут такие вот шакалы, простите за слово, сзади подбирать тебе, как знаешь, что вот упало с барского плеча, вот они начинают подбирать под себя. Понимаешь? Есть UFC и есть Bellator. Чем отличаются друг от друга? Тем, что подбирает недобитков с UFC. Они работают на UFC, парни. В Америке есть закон о конкуренции. Если бы не было конкуренции в UFC платила бы огромные штрафы, просто миллиардные. Поэтому существует такой Bellator, который берет с барского плеча что-то там, Дани Вайте не понравилось, пошло туда-назад. Bellator сразу раз, все, у нас есть чемпион с UFC. А люди смотрят на человека, да, он говорит: мне вот нравится Джордж Сан-Пьер. А где он борется, в какой футболке, их вообще это не интересует. Понимаешь? И таким образом происходит сейчас и у нас. Мы работаем над людьми, мы о них пишем, мы с ними разговариваем, мы делаем тренировки, измерения. Эти измерения — это вообще просто кошмар. Это просто кошмар. Оно просто покрыло всю планету. Игорь, вопрос такой. У тебя сейчас армрестлинг уже бизнес или до сих пор там надо вкладить? Или сейчас уже армрестлингом? Каждую копейку, которую я заработал, которую я взял, я до нее докладываю дубль и еще дальше вкидываю. Ну, когда ты думаешь, сегодняшний день это будет бизнес? Когда ты думаешь? Я думаю, что так максимально через 2 года. Но 2 года нужно еще будет огромные деньги вкинуть. Просто огромные деньги. Потому те, которые не знают, ты первый золотой тур сделал в 2000 году. Да. Так что уже почти 20 лет. 18 ровно лет я вкладываю свои деньги. Свои деньги. Но да, через там 2 года, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Будет это, получается, 20 лет ты будешь, или ты вкладываешь, и может быть через 2 года. Но дело в том, что когда у меня все получится, то другим людям, которые то же самое хотят сделать, им это сделается быстрее. Дело потому в том, что у них будет уже инструмент. Дело в том, что ты любишь армрестлинг. Вот самое дело. Там и должен был человек, который сам фанат армрестлинга. Ты сам раньше был хороший спортсмен, ты любишь армрестлинг, ты знаешь армрестлинга. Конечно, ты думаешь его как развить не только бизнес, и как вид спорта. Я его думаю развить как модель, для того, чтобы не только мне было что-то, а чтобы люди с этого тоже имели. Меня это интересует. Не может быть только вот так всю жизнь, понимаешь? Потому что... Ладно, секрет, сколько получают лучшие спортсмены, сколько, если не секрет, вот ты считаешь, вот сколько вот сделать такой турнир, как Золотой тур? Сколько, вот, например, сколько сделать Золотой тур, то я могу сразу сказать, сколько это стоит. Сколько стоит? Да, это стоит около... Какой бюджет? Это $500 000. Сделать такой турнир? Да. Ну, у тебя работает 25 людей каждый день, и все время у них... И 100 человек на самом Золотом туре. 100 человек работает на один турнир. На один турнир. Ну, 25 людей, которые все время, и ты... Работают. Зарплата конечно, каждый это день не, идет. Это не только в моей стране, это в других странах тоже. Они идут это на и Украина, работу. это и Россия, где работают люди. Вот, наши люди. Наши люди. Это и Ливан, это и другие страны, где работают наши люди.
Каждый день, каждый день. Топ-8 турнир, где он будет проходить? Это Топ-8, Топ-8, да. топ-8 проходить на сегодняшний день. Мы ведем переговоры, у нас есть 3 опции, выбираем самую лучшую. 2 турнира наверняка будут проходить где-то в странах других, не в Польше. А финальные поединки, именно те, которые уже будут выплачивать призовой фонд, будут в Польше. Во время золотого тура мы будем просто делать финалы топ-8, и на этом топ-8 и, естественно, Кто попадет на этот топ-8? Это уже спортсмены, которые Есть. боролись на вендеттах, это спортсмены, которые выиграли абсолютной категории да, совершенно верно. вчера. Вчера выиграл абсолютную категорию Женя Прудник. Женя Прудник. По нашей системе, как мы прописали, собственно говоря, на эту дорожную карту, человек, который занимает первое место в абсолютной весовой категории, должен перебороться с условно 8 человек. На следующий год это не будет трудно сделать, Да. потому что будет 8 человек, надо начинать, да. и будет первый человек, который золотой тур выиграл, да? А сегодня у нас есть человек, который выиграл золотой тур, но де-факто нет у нас человека, который бы был бы условно 8 в топ-8, понимаешь? Поэтому мы определяем сейчас, кто должен побороться условно 8 с Женей Прудником для того, чтобы перейти в топ-8. И если Женя даже не выиграет, он останется как резерв, как запасной, потому что все случается. Да. Вот. А если выиграет, то он будет условно 8 и будет топ-8 разделен на 2 пула. Один это чемпионы, а второй это контендерсы или претенденты. Формат топ-8. Это, те, которые не знают, это армфайты, это как раунд-робин, 8 человек, категории, double elimination. Не-не. Это армфайты, Да, это 3 турнира. да. На всех 3 турнирах должны быть 8 человек, они будут иметь жеребьевку для пары. Собственно говоря, я вам передаю фильм, ребята, где есть инструкция, как это все происходит, она мультимедиальная, там по-английски все написано. Вы только туда это вклеите и все, и будете все знать четко. Да, да. Включительно тоже с призовым фондом. У нас была идея в 2013 году топ-16, ты помнишь? Было Об этом такая говорили. топ-16 Да, мы говорили. тоже это накручивали, все уже, Да. уже меня просто весь мозг вынесли. Но после, это было так, что был у меня спонсор, а точнее человек, который определился как спонсор, да, но ничего в него не получилось. К сожалению, он попал в большие проблемы финансовые, и мы не могли ничего сделать. Но после глубокого анализа мы поняли, что 16 человек Это много. топов мы никогда в жизни не наберем. Это невозможно. Даже в турнире в хорошем классе 16 человек это никогда не бывает. Бывает 12. Если хочешь, это, чтобы уровень у всех был близко Одинаковый, да, да, да. одинаковый. Да. Вот. И самое Нет главное. проблем найти 16 рукоборцев, но Да. такого уровня. Ну таких как Дениса или там других парней не найдешь в жизни. Но 16 пока человек. мы говорим о абсолютной весовой категории. Да, Когда правая рука. Правая рука. Когда мы можем говорить то же самое, например, категории 78, 95. И самое правильное и важное, когда мы увидим это. На следующий год мы проводим финалы. И, естественно, уже в течение вот этого года определимся, какую следующую категорию будем открывать. Это будет 105 килограмм правая рука, а может быть, ребята, 95. А может быть 78, потому А что я может- хочу 78. А может быть 78, потому что там парней 8 найдется 100%. Там можно и от 16. от первого по 8 место будет все одинаковые. Да. Все одинаковые. Никто не скажет, что эта категория Да. будет слабая. Посмотри вчера, кто боролись абсолютки 78 килограмм Да, категории, да. 3 место. 86 килограмм категории, кто выиграл Второе место. Этот самый. он первый бой выиграл Фарида Усманов. Да. Тот же самый Евгений Прудник 95. В принципе, из тяжеловесов на подиум не стоял никто. Это просто показатель, какой уровень у всех категорий на золотом туре и мировом армрестлинге. И второй также вопрос. Вот если мы смотрим сейчас, да, в армрестлинге все большие бои это тяжеловесы. То же самое UFC, Макгрегор, Хабиб.
боксе Майвезер, они не тяжеловесы. Да. Они не Ребята, тяжеловесы. посмотрите, Ну, в категории, категории интерес. 86 килограмм было 36 человек, Да. а я переживал, потому что я не дослышал, вот стоял и услышал, что-то мне послышалось, а потом еще кто-то сказал: Игорь, 46 человек. Я говорю: опа, парни, в нашей системе объединенного рейтинга профессионального армрестлинга в элит-классе, в золотом туре, в категории должно быть 40 человек максимум. Что это значит? Когда я начинал первый золотой тур, было 32 человека. 32 человека боролось. И все считали, что это вау, круто. Да. А мы сейчас говорим о том, что это 450 на одну руку и 450 в другую руку. На следующий год мы открываем еще одну категорию, которой у нас нету, но она есть в рейтинге. Это категория 75 килограмм женщин и плюс 75 килограмм. Когда еще одна категория для женщин. Да. Да. Мы оставляем все эти, понятно, все 52, 57, 65, 75 и плюс 75 килограмм. И это 36 людей или вместе с 450. Это не то, что каждый, что хочет, приезжает. Нет. Здесь- Это придет такой придет день, где мы будем выдавать квоты. Например, Да. для российской команды мы И знаем, сейчас там уже много. есть и Россия, и Украина. Да, мы говорим так: ребята, у вас 3 человека на категории. Да. Все. Да. Украина, там 3 человека. Да. Казахстан, 2 человека на категории. Кто-то чего. Короче, мы раздадим квот. 25 человек мест Мгм. Для команды. для команды. И 15 это будет уже разнобой. Это означает, что со временем национальные турниры, которые будут посвящены для того, чтобы поехать на Кубок мира, будут иметь огромное значение. Это будет значить, что ты, например, в Латвии организовывая турнир, будешь присылать результаты, понятное дело, но ты привозить будешь команду отобранную, те, которые заслужили приехать и побороться на этот турнир. Не так просто. Да. Понимаешь, это очень важно. Это поднимает уровень, это поднимает стимул, это имеет все. Понимаешь? Хорошо, а обратно спортсменов. Видели Девон Ларат, Денис Тепленков, Леван, Трубин. Кто ты считаешь сейчас самый сильный рукоборец левой рукой в мире? Это Денис Тепленков? Ну, естественно, получил, во-первых, пояс заслуженно. Вот. Я думаю, что конфронтация Кто его... дальше? Кто мог бы с ним побороться? Я левой думаю, рукой? Ливан. Ливан. Я думаю, Ливан. Многие спортсмены сейчас считают, что Ливан может быть даже сильнее, чем Денис. Посмотрим. Конечно. Будет такой бой. Конечно, конечно. Будет. Мы делаем правую руку, но это не закрывает дорогу, что, например, на каких-то промежуточных этапах, Да. в той стране, которую мы будем делать, кто-то скажет: парни, а давайте на левую руку проведем с кем-то поединок, с тем же самым Девоном Ларатом, кого-то там, например, да, то в того же самого Виталия Лалитина, например, да. Давайте проведем еще какой-то поединок. Это будет не 4 просто армфайт поединка, а, скажем, 5 или 6 армфайт поединка. Без проблем. Считаешь, против Дениса Леван будет, может быть дальше. Правая рука. Дэйв Чаффи. Что Правая дальше? рука топ-8. Или топ-8. Всё. Армфайтов Там не всё. будет. Там уже все Нет, ясно. это будут армфайты, только тут есть уже дорожная карта. Там Тут уже уже есть. люди не просто так: а давай ты с тем. Понимаешь? Да, будет сложно в первом этапе, потому что там у нас есть чемпионы, претенденты. Там надо думать, В да. этом этапе будет Денис, например, versus Рустам Бабаев, например, или там какой-то парень послабее. И мы знаем этот результат, там будет какой. Второй тур очень важно, потому что те, кто выиграл, у них группа А кто проиграл, группа Б. И тут наверху уже будет очень мощные поединки, которые вот во втором этапе. Это будет очень интересные поединки, потому что вырваться потом в первое место будет очень сложно. Ну и последние, финальные, тут все будет ясно. Там уже будут все пары подобраны по уровню. У них уже будут все поединки такие, что они будут все друг другу руки отрывать. Понимаешь? Не будет ни одного 6-0. Это невозможно.
Это невозможно. Спасибо, Игорь. Спасибо, спасибо. Я смотрю, вот, что мне нравится в вашей организации, что мне нравится вот этот. У вас есть очень четкий план будущего. Да. Вы знаете, где вы идете, где наше будущее. И надеюсь, что все это так и будет, и мы увидим, как развивается наш спорт, как развивается армрестлинг. Спасибо за твою работу. Увидимся опять. А я надеюсь, что на следующий год от Латвии приедут такие парни, как вот в этом году, что я был в шоке. Я был в шоке, который в абсолютно весовой Да, категории. наш Сандрис, молодой. Молодой парень, Да, сколько ему лет? 24, мой ученик. 24 года, Наш- парень вторым в абсолютке И выиграл 105. и выиграл 100. Наша школа армрестлинга. Да, да. Спасибо, Так что Игорь. не знаю, может даже 105 следующий откроет.